Табличка Афанасий. Наверное, Афанасий должен здесь выступать. Всем привет! Продолжаем вместе с вами путешествовать по России. А сегодня погуляем по подмосковному городу Солнечногорск. Побываем в бывшем закрытом городке, где меня приняли за шпиона. Найдем голову дракона. Пройдемся по городу, которого не существует. И посетим усадьбу, где провел свое детство Лермонтов. В ролике будет дорожная часть, поэтому пользуйтесь тайм-кодами. Погнали! Я думал, один я не сплю в 5 утра. Впереди Москва-Сити. Виднеется. Сейчас поближе подъеду. За ним и с правой стороны стояли пятиэтажки. Возможно, еще стоят. Их тоже все под снос, там уже людей выселили. Так что планируют, наверное, застроить тоже вот такими высотными домами. Вот отсюда прям хороший вид открывается на Москва-Сити. Впереди камера на разметку. Масштаб, конечно, да? Это уже район Динамо. Сейчас с правой стороны будет Петровский путевой дворец. Представьте, где я еду. Вот он с правой стороны появился уже. Где я сейчас еду, раньше когда-то стоял только вот этот путевой дворец. По факту от Москвы это было уже такое приличное расстояние. Это первый путевой дворец, который у нас на пути сегодня. Да, это первый дворец, который от Москвы до Питера дорога шла. Вот он был первый. Через 600 метров держитесь правее. Это все район Динамо. Такие высотки поставили здесь. За районом Динамо начинается район Аэропорт. И с левой стороны, на той стороне, раньше когда-то был аэропорт. Прикреплю фотографии, посмотрите. Через 600 метров держитесь лево, а затем съезд поверните налево. И сейчас уже начнется район Сокол. Через 600 метров. Вот с левой стороны парк. И можно сказать, после него сразу идет район Сокол. Вот эта высотка. Как она красиво смотрится. Такая небольшая экскурсия вам по Москве. Вот, наверное, да, вот район Сокол уже указывается. Все, я уже в районе Сокол. И практически после Сокола Ленинградский проспект, по которому я еду, он как бы переходит в Ленинградское шоссе. Держитесь лево. И по этому Ленинградскому шоссе я сегодня доберусь до Солнечногорска. Между прочим, первое шоссе между Москвой и Петербургом строилось с 1816 года по 1833 год. Держитесь левой полосы. И тогда шоссе называлось Петербургским. Тут стоял шлагбаум, тоже покажу вам фотографию. Ну, про район Сокол я хочу отдельно снять видео, поэтому сегодня так вкратце вам рассказал. В районе Сокол есть еще как такая деревня художников, поселок небольшой. Вот о нем тоже я отдельно расскажу в видео. И я въезжаю в район Впереди камера на Войковский. Впереди камера.
Здесь есть хороших два парка. Они как раз таки, если вот я сейчас еду по Ленинградке, слева и справа будут. То есть с левой стороны это Покровская, Стрешнева, и Тимирязевский это с правой стороны. Туда в конец надо будет уйти. Вот по этой улице. Вот как раз метро Войковская перед нами. Парк за метро. Парк Воровского, по-моему, называется правильно. Вот по этой дороге, если идти, как раз таки можно добраться до следующего парка. Большого. Я про Тимирязевский парк. Мне вот район Войковский нравится тем, что здесь он такой, как бы, обустроенный. Москва, в принципе, везде-то обустроена, но здесь мне как-то более комфортно. Два парка огромных, пруды. В Покровско-Стрешне, по-моему, там штуки 4 прудов, в Тимирязевском один пруд большой. Сейчас вот проезжаю мост, и с левой стороны, вот за этими домами высокими, уже начинается Химкинское водохранилище. Ну и парк, соответственно, продолжается. Вот это все парк Покровская, Стрешнева. Я также еду по Ленинградскому шоссе. Впереди будет речной вокзал, район. Тоже достаточно такой неплохой район. Вообще, северо-запад, я считаю, это, наверное, самые лучшие районы для проживания в Москве. Ну, по крайней мере, мне точно эти районы нравятся. Да, машин уже побольше стало. Ну, здесь такая застройка обычная. Пятиэтажки, шестиэтажка. Это что у нас? Семиэтажка, наверное, кирпичная. Отель. Вот с левой стороны начался уже парк речного вокзала. Это район речной вокзал. Здесь красивый прям вокзал речной. Его недавно отреставрировали. Интересно, сейчас будет его видно отсюда или нет? Вот они, фигуры на той стороне как раз таки, да. Шпиль его речного вокзала. Но особо его не видно. Здесь тоже можно погулять. Такая, думаю, интересная будет экскурсия. Пойти вдоль Химкинского водохранилища и дойти до вокзала. На вокзал нужно тоже пройти. Есть там экспонаты. Этот вокзал речной построили в 1937 году. И на его шпиле установлена была звезда, изготовленная тоже в 1935 году. Она была изготовлена одновременно со звездами для башен Кремля, но по собственному проекту. Ребят, я уже в городе Химки, это Подмосковье. Ну, я бы его назвал, знаете, микрорайоном Москвы, потому что такой прям вот границы между ними нет. Ты вроде в Москве, раз уже и Химки. Ну, в городе проживает около 260 тысяч человек. Название свое он получил от реки Химка. Вот такие дома. Магазины. Тут дорога идет как раз на Шереметьево. Автосалоны, магазины вдоль дороги. Сам город как бы в глубине, слева и справа. И сам вот этот город вырос вокруг поселка. Раньше была станция, и вот вокруг пристанционного поселка как бы образовался город. Станция, по-моему, Химская называлась. Во Вторую мировую войну фашисты дошли как раз-таки до Химок. Сейчас впереди должен быть экспонат такой, металлический еж, огромный. Вот он
символизирует вот эту остановку, наверное, да, то, что здесь их остановили. И здесь, кстати, был первый в России открыт магазин Ikea, ну, которого сейчас нет. Вот, с левой стороны уже появились ежи металлические. Вот они, 3 больших ежа. И тоже огромный большой магазин, видите. Гипермаркеты и дома только вот там в конце. Ребят, приехал в деревню Черная Грязь. Вот это желтое здание, это первый путевой дворец. Вернее, второй путевой дворец у нас на пути до города Солнечногорска. К сожалению, туда пройти невозможно. Видите, все перекрыто. Но судя по тому, что я вижу, вроде за ним ухаживают. Он в таком неплохом состоянии. Единственное, не понимаю, как туда пройти. Здесь все перегородили. Ну а там идет дорога за ним. Ленинградское шоссе, там тоже не подойти к нему. Скорее всего, вход должен был с этой стороны. Наверное, территорию облагораживают. Деревня Черная Грязь была впервые упомянута в 1517 году. В 1776 году был построен вот этот путевой дворец. И открыта почтовая станция. Позже здесь была больница и богадельня. Сам дворец центральный вот этот, с левой стороны флигель. Сейчас попробую по Ленинградке поехать, посмотреть его. Может, увидим. И с правой стороны там второй флигель. То есть слева и справа, северный и южный. Давайте попробуем сейчас проехать и посмотреть. Я, конечно, надеялся ближе к нему подойти. Вот оно, Ленинградское шоссе, и я сейчас ухожу направо. Да, вот он с этой стороны. Вот этот с правой стороны, вот видите, первый, это правый, северный, наверное, флигель. Это центральное здание. И вот еще один флигель. Ну, да, не очень, конечно, у них состояние. Центральный дом еще нормально смотрится, вроде такой ухоженный, но флигеля, конечно, одно название. Покидаю деревню Черная Грязь. Хочу еще проехать в поселок санаторием Цири, посмотреть усадьбу Середнякова, там же киногородок. В общем, посмотрим. Так, друзья, приехал я в Пилигрим Порто. Это вот такой киногородок. Вот его карта. И пойдем сейчас гулять. Пойду справа налево. Начну с корабля. Вон там корабль стоит. Тут тоже что-то сгорело. Вот тут детская площадка для детей. Это, наверное, кафешка была. Так, тут смотрите. Картины. И корабль, который выбросило на берег, там, где не было моря. Ну, территория большая, и вот городок. Сейчас начну сначала с корабля. Не знаю, можно на него подняться или нет. Джека Воробья не хватает на палубе. Ну, такой он уставший корабль. По ощущениям, он тут миллион лет стоит. Так, на корабль запрещено подниматься. Опасно для жизни. Эти штуки должны открываться, и там пушка стоять. Ну, понятно, здесь ничего этого нет.
Понятное дело. В общем, вот такой корабль. Все, отправляемся сейчас в городок. Вход на эту территорию стоит 200 рублей. Рядом еще усадьба Середнякова, тоже до нее хочу дойти. Колодец. Интересно, есть там вода или нет? Конечно. Странно было ожидать, что здесь будет вода. Так, с какой стороны зайти? Давайте тогда, наверное, отсюда буду заходить, а потом выйду с той стороны. Ну, видно, что это так сделано все не очень, конечно. Я думаю, здесь художественные фильмы и сериалы не снимались. Это такой киногородок, наверное, больше для развлечений. Судя по тому, что я вижу, как это все сделано, но не очень. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ребят, кто знает, напишите в комментариях, снимали ли здесь фильмы какие-нибудь или нет. Это что такое? Таверна какая-то, наверное. Ну и зайти можно. Пианино стоит. Плакаты. Ну, какая-то таверна, кабаре здесь. Ну да, туда пройти тоже нельзя. Это просто подняться наверх и все. Ну, здесь кто-то должен выступать. Афанасий. Табличка Афанасий. Наверное, Афанасий должен здесь выступать. Ух ты, играет. Но не все. Не все клавиши. Да, не буду мучить. Не все клавиши работают. Видимо, таких, как я, здесь много желающих поиграть. Ну, здесь прям явное вот это ДВП или ДСП. Что это такое? Задумка в целом неплохая. Давайте вон туда еще зайдем. Что-то похожее я снимал в Ленинских горках. Я был там в киногородке и в кинодеревне. Киногородок там сгорел. Но по кинодеревне я походил. Посмотрите, кто не видел. Ну, вот это, конечно, красиво. В общем, посмотрите видео про Ленинские горки. Ну, здесь явно какая-то таверна. Столы, бар. Можно оттуда выйти. Ну, хорошо то, что можно заходить в помещение и смотреть. Городок небольшой. О, центральный дом. Здесь я только что был. Можно наверх подняться. Какие-то помещения закрыты. Замки висят. Ну и все, наверное, да? И там, наверное, церквушка. Да, это церквушка. Ну, здесь место для казней. Висельница. Так, давайте сюда еще зайду, посмотрю. Это банк или нет? Ну, судя по вот этой решетке, наверное, банк. А здесь заключенные, что ли, сидели? Как? Странно тогда, если здесь будет банк рядом с заключенными. Наверное, что-то другое. Так, а это какой-то... Не понимаю, что здесь. Какой-то детский городок. Непонятно. Церквушка в готическом стиле. Должна быть пушка. Ствол куда-то утащили или вообще не поставили. Вот так выглядит улочка.
Ну, для фотосессии, наверное, будет нормально, кстати. Хорошее место для фотосессии. Потому что на фотографии все это можно замазать и красиво сделать. Ну, пойдемте в центральный дом, в гости к губернатору. Сундук, где деньги лежат. Ну, вот и все. Туда некуда идти. Вот такой вид. Ну, в целом, говорю, задумка неплохая. И давайте уже здесь посмотрим. И пойдем в усадьбу. Качели. Ага, это как усыпальница. Гроб. Не, половина гроба. Ой. Ну, смешно. Мне немного смешно. Ладно, друзья, я ухожу отсюда. Вы напишите в комментариях, как вам городок. Люди ходят, фотографируют. Это, оказывается, еще не все. Можно пройти с левой стороны. И там какая-то башня еще из кирпича. Ну, здесь надо пировать. Да, это напоминает крепостные стены, видите? Остатки. Крепостная башня. И еще раз вид на городок. Там еще осьминог есть. Что-то я мимо него прошел. Это тоже похоже на корабль, на остатки корабля. Видимо, осьминог тут все разломал. О, самолет на посадку пошел. Аэропорт Шереметьево рядом. Старая крепость. Да, в старой крепости я был. Где осьминожище? Но это больше на дракона похоже, а не на осьминога. Городок, конечно, находится в таком месте странном. Гаражи какие-то, мусор. Ну, хоть указатели есть, и то хорошо. Ребята, я зашел на территорию усадьбы Середнякова. И здесь сразу же на входе вот такие павлины в вольере. И два еще белых. Белые, это, наверное, девочки. Там стоят автобусы, машины. Это какая-то съемочная группа приехала снимать то ли художественный фильм, то ли документальный. Может, вообще сериал какой-нибудь. На территории есть указатели. Вот, кстати, кафе, парк Родник, чайный домик, парадный двор. А, и все подписано, видите, конный двор конюшни, 18 век. В 1775 году Всеволод Алексеевич Всеволжский, он был сенатором, решил в своем имении построить усадьбу. В итоге был построен дом с флигелями, парк с прудом и мосты. В 1825 году усадьбу покупает Дмитрий Столыпин. Это вот и есть главный дом усадьбы.
насколько возможно, близко снял вам съемки какого-то фильма. Хочу дойти до моста. Здесь есть какой-то маленький белокаменный мост. Очень мне интересно, где он находится, как он выглядит. Так, это фуражный склад. Конец 18 века. Я вот подошел к усадьбе и пока там стоял, снимал. И вот прям очень чувствуется атмосфера старины. Здесь сидит администрация. Ну, тоже какое-то старое здание. Кто-то здесь или что-то хранил, может быть. Может, кто жил. И что-то я, по-моему, не в ту сторону иду. Да, карта меня немного путает. Все, возвращаюсь назад. Нужно было уйти как-то налево и сквозь вот эти дома пройти. Ну, карта говорит так. Тут негде проходить. Что самое интересное. Видите, карта ведет. То есть я должен повернуть вот здесь налево. А я туда не могу пройти. Значит, нужно как-то с другой стороны зайти. Или вон там через ворота можно пройти. Ох, как самолет там. Смотрите, как он разворачивается, на посадку идет. Давайте к усадьбе вернусь. Так, после революции 1918 года здесь был санаторий для партийных работников. А с 1993 года здесь находится Национальный Лермонтовский центр. В общем, ребят, хорошо, что я успел зайти, потому что ворота уже закрыли. Видимо, начнется сейчас съемка. А мост, до него просто так не добраться. Он находится правильно вот там, где я шел изначально. Но чтобы к нему дойти, нужно будет обойти вокруг. То есть мимо вот этих сооружений и уйти налево. Что-то я уже даже сомневаюсь, найду ли я его. Да, атмосфера здесь похожа на Ленинские горки. Главный дом, усадьба, есть какие-то постройки, можно посмотреть. И основное это, наверное, парк. Просто прогулка по парку. Кстати, вход на территорию этой усадьбы стоит 100 рублей, взрослый. Детский не посмотрел, к сожалению. Птицы поют. Наверное, сюда. На пути какая-то там голова дракона мне должна попасться. Если голову дракона мы с вами увидим, значит, я иду в правильном направлении. Это вот все для киносъемок. Карета там стоит. Извините, не подскажете, к мосту я правильно иду? Да? А потом куда-нибудь сориентируйте? К какому мосту? Ну там куда белокаменный мост, который вот там должен быть. Как мне сказали, надо вокруг обойти, и к нему придешь. Как голова дракона вроде там на пути должна быть. Пойдемте. Голова дракона вот здесь лежит, да. И вот как-то от нее ориентир. Вниз озеро. Да, да, к реке. И это река, да? Ну и по Ага. реке, видимо, туда. А, это вот это, наверное, да? Нет, голова дракона, вот и. Да. Вот это. Ну, черные эти стоят. Да, да, видите? все, понял. Ориентир. Да. Спасибо. Вот туда, вниз. А что снимают? Здесь исторический детектив. Голова дракона как из другого сериала. Не, я имею в виду, что за фильм снимают. Злые люди, исторический детектив. Злые люди.
Спасибо. Вот она, голова дракона. Видите, тут столько машин. Все. Понял. Спасибо. Шутники. Голова дракона, говорит, кусается. Название детективного сериала, да, фильма вы слышали? Как будет называться фильм? Может быть, конечно, это рабочее название. «Злые люди» называется. Так что, ребят, мы уже с вами кусочек из этого фильма, можно сказать, видели. Вот такая голова дракона. Смотрится прям как настоящая. Внизу то ли река, то ли озеро. И я, наверное, должен пройти сейчас как раз сквозь. Да, точно, здесь через лес и по дорожке вокруг. По левой стороне у меня усадьба. Но знаю, что на территорию усадьбы, чтобы там внутри походить, нужен отдельный билет покупать. То есть доступ 100 рублей, это просто на территорию парка. Интересует внутри выставка там, ну и просто походить. Нужно платить отдельно. Ну реально прям напоминает мне Ленинские горки. У меня вот ассоциации только теперь с этим, потому что масштабы точно такие же. Ну здесь, наверное, только что лес такой больше. Похож на лес реально. В общем, у нас видео сегодня, ребят, тоже такое, знаете, половина. Ага, там можно спуститься, тропинки, смотрите, дорожка сделана. Интересно, это все так и было сделано, да, получается? Построили сразу с усадьбы выход к прудам. Вот с этой стороны, как выглядит усадьба. Какая-то шкатулка. В общем, говорю, путешествие у нас такое. Мы смотрим город, мы гуляем на природе, наслаждаемся. Ну тут реально лес. Надеюсь, я иду правильно. Но здесь больше тропинки-то нет никакой. Наверное, правильно иду. Главное не потеряться в этом лесу. А то уехал снимать ролик и потерялся в лесу. Тут еще и кони ходят. Воздух чистый. Прям вот, как вот, даже не знаю, с чем сравнить. Знаете, когда после дождя идет испарение, или вот в лес заходишь после дождя, такой вот запах, ну, как бы озон, наверное, да? Очень такой насыщенный лесной аромат. Люди там сидят. Какой-то родник, наверное. Пока мне навстречу попадались молодые люди. Где-то возрастом от 20 до 35. Вот такой контингент. Ну реально у меня ощущение, как будто я иду в лесу. Вот первый мост, но он не похож на белокаменный. Думаю, все-таки мне надо еще дальше пройти. Туда выше подняться. Вижу, вон он мост. Слушайте, он прям вообще красивый. Нужно как-то умудриться спуститься вниз и оттуда снять, чтобы вы его увидели. А, вот есть тропинка. Да, вот он, белокаменный мост. Представьте, да, хозяева,
как обустраивали свое имение. Мосты строили, пруды. Вот так он выглядит, белокаменный мост. Друзья, поставьте лайк. Думаю, не зря я сюда шел. Так дальше не пойду, там уже грязно. Сейчас еще пройдусь по нему. Ребят, ну чем вам не Европа? Вот скажите. Мост красивый, усадьба красивая, территория классная для прогулок. Конечно, он тоже не в очень хорошем состоянии. Видите, слева как бы забор где-то, ну, решетки где-то сохранены, где-то нет, отломаны. И маленький ручеек. И вон малый мост, мимо которого я прошел. Булыжником все выложено. Кстати, пока я сюда шел, попытался найти все-таки, что же снимали в киногородке. И нашел. В общем, в том киногородке, который я только что показывал, снимали сериал «Записки экспедитора тайной канцелярии». Я такой сериал не смотрел, поэтому отпишитесь, узнаете ли вы этот городок. Все, сейчас возвращаюсь тогда назад и едем дальше. Что, друзья, вот он и город Солнечногорск. Какое красивое название. В этом городе проживает около 50 тысяч человек. А когда-то это была деревня, называли ее Солнечная гора за красоту ее холмов. Здесь я сделаю первую остановку, но не последнюю в сегодняшнем моем путешествии. В конце 19 века через город была проложена железная дорога, и станцию назвали Подсолнечная. Она, кстати, так сегодня и называется, станция Подсолнечная. Прогуляемся до нее, тоже покажу, как все там выглядит. Есть здесь свой императорский дворец, который мы тоже сегодня посетим. Сейчас проедем по городу, покажу вам, как здесь все выглядит. По центру пройдемся пешочком. А вот путевой дворец, который покажу, он был построен, по-моему, в конце 18 века. Вообще все путевые дворцы, не то что все, а много путевых дворцов построено вдоль дороги Москва-Петербург. А строили их для императорских особ, как вы знаете. Сам город расположен на берегу озера Сенеж. Посмотрите, какой мурал. Спасибо медикам. Это, наверное, с пандемией связано дело. Ну, красивый. Такие врачи спасают мир. И крылья ангела у него. Сейчас начнется частный сектор. Я как раз таки двигаюсь в сторону озера Сенеж. Сами посмотрите на его красоту. Я считаю, что озеро Сенеж — это самое, наверное, красивое озеро в Подмосковье. Да, здесь уже пошел частный сектор. Вот такие маленькие автобусы ездят по городу. Такие мини-шаттлы. Магазин, гаражи с левой стороны. Ну да, вот. вот частный сектор пошел.
неплохие такие коттеджи, большие. Единственное, мне не нравится, когда коттеджи вот так прям окна в окна строят. Спортсмен бегает. Так, погода сегодня опять какая-то не очень. Серое небо. Когда уже солнце-то выйдет? Сами видите, город такой достаточно зеленый. Друзья мои, вот я и добрался до озера Сенеж. Оно очень огромное. Мы сегодня посмотрим его практически со всех сторон. Берег облагородили. Там еще поставили, ну покажу вам тоже, монумент «Русалка», русская русалка. Облагородили пляж. Здесь, видите, сделали такие экотропы. А я хочу вам показать местный маяк. Это такая достопримечательность. Он, конечно же, не работает. И сделан как бы просто для красоты, наверное. Но знаю, что ночью он светится. Возможно, сейчас тоже он будет светиться. На той стороне церквушка. Вот оно очень огромное. Вы не представляете, какой здесь воздух. Очень чистый. Птицы поют. Пахнет свежестью. Еще от реки тоже свежесть такая. Очень свежо. Даже, можно сказать, холодно. Оно очень красивое, реально. Особенно летом на солнце. Здесь плавают парусники. Люди на лодках катаются. Это вообще озеро, как бы оно искусственное. И создали его в 19 веке из слияния двух рек. На берегу озера очень много всяких домов отдыха, отелей. В одном из них посмотрел, сколько стоит номер. Так вот, номер на одного будет стоить от 4600 рублей в сутки. Это без питания. Ну, имейте в виду, сейчас еще не сезон. Летом, думаю, цена будет повыше. Процентов на 20-30, может быть и на 50%. Обустроенные площадки для отдыха. Есть мусорные баки. Фонарь, что ли? Эко-фонарь, наверное. Рыбаков вижу, рыбачат. И вот уже появился маяк. Сейчас на него взберусь. Он, по-моему, не особо-то большой. Ну да, он небольшой. Ну, в любом случае, выполняет такую декоративную функцию. Арт-объект. Выключили его уже. Спортсмен бежит. Давайте взберемся наверх. Взглянем оттуда. Он, конечно, невысокий, но тем не менее посмотрим. Так, это максимум, насколько можно подняться. Выше уже нельзя. Как ему не холодно. Такое прям умиротворение. Так, а давайте с этой стороны. Мы еще проедем с вами закрытый городок, бывший закрытый городок. С другой стороны, как раз таки он на той стороне озера находится. Там будет мост. И через этот мост можно попасть оттуда на этот берег реки. Озера.
Все, поехали, сейчас покажу еще русалку местную. Пока еду до русалки и до парка, покажу вам немного город. Это детский сад. Ну, здесь дома такие обычные, как, наверное, везде. Так, видишь, что у нас ремонтные работы идут. Да, обычные дома, машины. Как всегда, некуда поставить, поэтому все во дворах. Ну и детской площадки, смотрите, нет. Может, конечно, она с той стороны где-нибудь, но отсюда не видно. Сам город небольшой. Думаю, здесь комфортно передвигаться пешком. Самый главный минус — это, наверное, то, что проходит через него и разделяет город. Это Ленинградское шоссе. И из-за этого, соответственно, здесь образуются пробки. Особенно, наверное, утром и вечером. Поэтому жителям, наверное, здесь некомфортно. Смотрите, старые дома деревянные стоят. Так, вот она, улица Дзержинского, и мне направо. Вперемешку, видите, старые дома, и вон там впереди новые новостройки. И практически я проезжаю город по правой его стороне, да, если ехать в сторону Твери, например, то левая часть города у меня как раз таки по левую руку через Ленинградское шоссе. Так, все, я паркуюсь вот сюда. И пойдем сейчас в парк смотреть на местную русалку. Друзья, добрался до парка. По левой стороне, посмотрите, похоже это на бараки, на временное жилье. Но, по всей видимости, оно стало постоянным. Причем, вон их сколько там много. Ох ты, скворечники, смотрите, как сделали. Слушайте, но мне нравится парк. Карусели детские, кофе, карта парка. Все облагорожено, высажены деревья, аллея, пляж, спортивные площадки, красота. Впереди озеро, и вот там, в той стороне, должна быть Солнечногорская русалка. Здесь еще есть свой полуостров. Вон он, виднеется уже. Птицы поют. Хорошо все сделали. Видно, что за ним ухаживают. Вот этот полуостров называется Испанка. А Испанкой он назван, потому что на полуострове в 1936 и по 1939 годы находился лагерь, где жили испанские дети. Их эвакуировали после гражданской войны из Испании. И там же на полуострове находится усадьба Кнопа. А Кноп, он был фабрикантом. Кстати, его фамилия еще не раз прозвучит в моем путешествии. Вообще достаточно известные люди. Кноп, Морозов, ряд других, про которых я рассказываю в своих видео, именно как раз таки в путешествиях. Да нет, и даже и в прогулках по Москве. Так, вижу вон русалку уже. Ну классно, хорошо сделали. Смотрите, площадка для отдыха, дорожки беговые для велосипедов, озеро Сенеж,
Это причал. С него можно рыбу ловить. Пляж. Хорошее место. Вон там вижу, по-моему, прокат лодок. Сейчас он еще пока не работает. Летом, наверное, здесь все работает. Народу много. Мороженое. Да, лодочная станция написано. Вот она, русалка. Мостик любви, замки, как и положено. Влюбленные сюда приходят, фотографируются, вешают свой замок. Рядом кофейня. Все дела, в общем. Так, скульптура Солнечногорская русалка. Я знаю, что ее установили в 2008 году. А где хвост? Ага, вот хвост. Смотрите, как сделали. С этой стороны и не скажешь, что это русалка, а просто такая русская баба, да? На гармонии играет, песни поет. А с этой стороны уже хвост. Значит, русалка. Фуфайка. Такая сибирская баба. Я бы ее так назвал. Вот замки влюбленных. 23 год, 27 декабря. Альбина и Сергей. Утки плавают. Посмотрите, какое оно огромное, реально. И я приехал вот за островом, оно туда продолжается, озеро. С той стороны, откуда я приехал, получается, да. Горячая кукуруза, мороженое, тоже качели. О, кстати, там тоже большой парк, смотрите. Парк Центральный называется. Туда не пойдем, в принципе, что мы там в парках не видели. Но деревьев много, он большой. Тоже какие-то площадки там. Вот утки. Это что за аппарат? А, корм для уток, смотрите, можно купить корм и покормить уток. Это хорошее дело, не кормите, ребят, уток хлебом, потому что у них потом проблемы начинаются со здоровьем. 100 рублей корм стоит. Вот купили, покормили, уточки рядом. Друзья, добрался до еще одного путевого дворца. Внутренняя вот его территория. Бюст. Тюльпаны высажены. Сейчас здесь находится музей. С 10 часов работает. Конечно же, я приехал очень рано.
Вот главный фасад. В 1810 году этот дворец перестраивался. И практически вот в таком виде он дошел до наших дней. Позже дворец стал почтовой станцией, гостиницей. Была тут и больница. Но сейчас, как я сказал, это музей. Улица Красная, 84. Вот про Ленинградское шоссе я и говорил, что, видите, шум, машин много. И оно разделяет город на две части. И нам надо вот на ту сторону перейти. Так, главный корпус, конец 1770 года. Флигель 1786. Флигель, наверное, вот этот с правой стороны. Музейно-выставочный центр «Путевой дворец». На той стороне мемориал стоит. Это центральная площадь, парк. С этой стороны тоже мемориал. В общем, во время Второй мировой войны Солнечногорск был под оккупацией немцев. И есть фотографии, я нашел, вот именно на этом месте было устроено немецкое кладбище. Город является там как город-герой, наверное, воинской славы. Так правильно. Позади Ленинградское шоссе. Здесь еще рядом есть платная трасса, по которой можно добраться до Санкт-Петербурга. Ну, про то, что по городу проще ходить пешком, наверное, я уже сказал. Это улица Советская. И здесь дома, видите, такие из фильмов. Если смотрите старые фильмы про Советский Союз, там, ну, про те времена, 50-е, 60-е годы. Вот, наверное, вот в таких локациях все это и снимается. Ну, конечно же, не в Солнечногорске, а в принципе, вот, застройка, я имею в виду. Какой необычный дом. Скульптура. Ну, здесь не одна. Что касается производства, то в Солнечногорском районе есть производство стеклотары, завод по переработке пластмассы, потом бетона, полимера, косметика. Здесь еще парашюты производят. Ну, наверное, как и бывает, все эти производства не лучшим образом сказываются на экологию города. Хотя здесь места шикарные. Озеро, лес. О, ярмарка. Ярмарка выходного дня, наверное. Ну, раз это центральная площадь, значит, здесь и проводятся все такие культурно-массовые мероприятия. Елка, День города. Я иду в сторону железнодорожного вокзала. Как я и говорил, там станция у нас подсолнечная. На ней останавливаются электрички. То есть налево, если мы поедем сейчас, это в сторону Москвы, направо в сторону Твери, Питера, Клин. С города можно добраться на электричке, на автобусе, ну и своим транспортом. В принципе, наверное, хорошее сообщение. И насколько я знаю, вроде как скоростные поезда здесь тоже останавливаются, которые двигаются на Москву. Потому что они некоторые станции проезжают мимо, но здесь вроде как останавливаются. Колобок. Все, люди идут все на железнодорожный вокзал и едут в Москву, наверное, на работу. Ну, плюс-минус все подмосковные города, маленькие, они похожи на друг друга. То есть есть центральная улица, центральная площадь и рядом железнодорожный вокзал. Это и есть центр города. С той стороны тоже парк какой-то. Или там Ленин стоит.
памятник Ильичу. Все вы, наверное, уже посмотрели мое новое видео про горки ленинские. Кто не посмотрел, переходите. Там не один памятник вы увидите. Он там и сидит, и читает, и стоит, и думает. Ну, там не только в этом видео про Ленина, но и про него в том числе. Поэтому переходите. Вот и вокзал, станция Подсолнечная. Поезд, видите, пошел. Санкт-Петербург, Москва, экспресс. Есть здесь и своя Эйфелева башня. Вот видите площадь. Покажу вам потом в Клин, когда буду снимать. Принцип тот же самый. Вокзал, выход с перронов. В той стороне автобусная станция, площадь и выход в город. Центральная улица. Все, иду тогда в машину и едем мы с вами дальше. Едем, ребят, в деревню Тимоново. Или Тимоново, не знаю, как правильно называется. Когда-то это был закрытый военный городок. Так вот, указатель. Тимоново или Тимоново. Вот, видите, сколько машин стоит? Это как раз-таки все люди едут на работу. Возможно, из Тимонова, там потому что много разных населенных пунктов, в том числе это деревня. Коттеджные поселки там же находятся. И вот такая пробка образуется с утра. Потому что короткий здесь промежуток светофора, всего лишь там, не знаю, даже минуты, по-моему, нет. Это значит, мне тоже придется стоять, когда я буду выезжать отсюда. И отсюда, причем, выехать, по-моему, вообще никак нельзя. Единственное в объезд это через деревни. Деревни, озеро там есть, мертвое. Так, все, встали, в эту сторону встали, тоже непонятно почему. Летом, кстати, такая же история здесь. Все приезжают на озеро отдыхать, и когда выезжают, соответственно, тоже пробки. Вот, поехали. Причем быстро поехали. Непонятно, почему стояли. Ах, тут еще и ремонт идет. Тут и так дорога на одну машину. И здесь еще ремонт. Ну да. Точно я тут потеряю минут, наверное, 30, если не больше, когда буду выезжать. Солнечногорский механический завод. Ничего себе, какая она длинная-то. Да. Не очень. Масштаб, да? Огромная. Есть здесь еще гидроэлектростанция, ее построили, по-моему, в конце 19 века или в начале. По левую сторону деревни идут. Но это все Солнечногорск с левой стороны. Здесь пляж обустроен, есть автобусная остановка, мусор валяется, убрать некому. Вот он пляж. Вижу, рыбачат там рыбаки, даже кто-то палатку поставил, и не одну. Я был неоднократно на этом пляже, купался тоже здесь. Вообще мне, вот говорю, Солнечногорск нравится этим озером, природой своей. Друзья, опять озеро Сенеж. Тимоново 2 километра, 2,5 километра.
И на той стороне речка. Вот и Тимонова. Мне направо. Видите, раньше здесь было КПП. Вот это. То, что была закрытая часть. Ворота стояли. Чтобы попасть на территорию части, нужно было заказать пропуск. У меня тут дядька служил прапорщиком. И вот, когда сюда приезжал в гости, приходил на КПП, здесь лежал пропуск. Но, по-моему, насколько я помню, все равно за мной приходили сюда забирать. То есть пропуск не давал прохода просто на территорию. Он здесь лежал, и на основании этого пропуска меня пропускали, но с сопровождением в любом случае. Он тоже достаточно зеленый. Представьте, это был закрытый городок, служили здесь солдаты. Они же здесь все убирали, все чистили. Озеро Сенеж также, по-моему, они чистили. Вот на той стороне школа. Дети в школу пошли. Такой живой поселок. Видите, сколько людей. Ну и время, правда, сейчас уже сколько там? 8 часов. Видимо, как раз кто в школу, кто на работу собирается. Поселок небольшой. Вот центральная площадь, Стелла. Раньше здесь были универмаги, вот эти военные, как продовольственные магазины. Как они называются? Напишите, ребят, вылетело из головы, как они называются. Военные магазины. Так, все, давайте я паркуюсь и пойдем немного прогуляемся. Впереди Казанская церковь, вот она небольшая. Это клинический госпиталь. И мы идем сейчас к озеру. Говорю, здесь я не был очень давно. Это какая-то заброшенная новостройка. Причем она здесь не одна. Окна выбиты. Странно. Причем стеклопакеты такие стоят хорошие. Но никто не живет. Там уже и плесенью все покрылось. Какой-то заброшенный дом. Причем могли бы здесь люди жить, но по какой-то причине он не введен в эксплуатацию. За ним там еще продолжается вот это, как комплекс этот. На первых этажах тоже все выбито. Странно. А вот эта дорога ведет как раз к озеру. Там мостик. Вот люди оттуда, наверное, идут. Вот проговорил я про заводы, про фабрики, какие здесь работают. Но вроде ничего такого не чувствуется. Особо запаха никакого нет. Пахнет свежестью. Может, конечно, они ночью работают, знаете, как обычно бывает. Ночью включают, пока все спят. В городе вонище. С утра просыпаешься, вроде все чисто, как будто бы ничего и не было. Тоже практически лес. В той стороне, видите, тоже похоже, как будто бы на лес. И вроде как, я могу ошибаться, может быть, в той стороне, ну где-то вот в той стороне, наверное, все-таки стоит стадион, на котором я тоже бегал в детстве, когда приезжал в гости. Там же была окраина поселка тогда, ну городка, и стоял тоже лес, находился лес. И в этом лесу мальчишками мы находили немецкие каски. Это прям вот из моего детства история. Причем такой лес достаточно был густой. Ну а здесь территория, конечно, грязная. У госпиталя. Вон уже озеро Сенеж виднеется. Птицы красиво поют.
Вот показался мост. Кстати, я вообще ни разу здесь не был еще, на этом мосту. Даже в детстве сюда я не ходил. Не знаю почему. Обычно за госпиталем в той стороне спускался к озеру и вдоль него шел до пляжа, который я показывал на повороте. И вот в этой стороне, вдоль берега, росли дикие яблони. Может быть, и сейчас растут, вон тропинка. Грибов здесь очень много было. Ну, наверное, сейчас тоже их много. Вот мост. На той стороне закрытая воинская часть. Это я сейчас спросил у людей, проходили они. То есть на ту сторону я не попаду, там КПП стоит. Посмотрите на масштаб. Вот давайте с этой стороны сначала. Здесь он уже заканчивается. И вот такой масштаб. Маленькие островки. Так, а где я снимал? Наверное, где-то вот там. Вот там. Собака бегает одна. Вроде с ошейником. Чайки летают. А извините, а я туда смогу пройти? Нет, туда Нет, нет. там Не не, смогу? пустят. А, не пусть. По мосту можете пройти, Прямо но туда, дальше да, не пройдете солдаты, там КП. солдаты. Понял, понял, спасибо. КП. Спасибо. Можете пройти, поговорить там что-нибудь. А это там закрытая часть или что? Да. А, туда не пойду. Да, видите. Еще раз спросил. Ну вот там закрытая часть, сюда не пустят. Поэтому мы туда не пойдем. Я бы, конечно, летом бы сюда приехал, прогулялся вдоль берега, искупался. Ну, я, наверное, так и сделаю. Возможно, короткое видео запишу. Все, я хочу тогда прогуляться еще по городку, дойти до стадиона. И буду выезжать. Так, ребята, ставьте лайк, кто еще не поставил. Я двигаюсь дальше. Ребят, я практически в центре поселка. Здесь тоже стела стоит. Кстати, вот по общению с людьми, они здесь закрытые. Начинаю вопросы задавать какие-то. Ну, как пройти туда или туда? Почему дом вот этот, вот тот, не сдан в эксплуатацию? Кстати, вот этот сдан, а тот не сдан. А вы случайно не шпион? А с какой целью интересуетесь? А может быть, вы шпион тут ходите? Видимо, это вот эти предрассудки остались еще с времен закрытого городка. Когда он был закрытый, и, соответственно, каждый новый человек сразу был виден. Посередине центральная площадка детская. Стелла впереди. Наверное, уже стадион. Похоже на бомбоубежище. Я не знаю, что это. Какая-то статуя, что ли, разбита, голова. А я вот не могу вспомнить. По-моему, я вот в этом, ну, не я, а дядька в этом доме жил. Вот стадион, и в той стороне вроде как был лес раньше. Так, ну это не стадион. Это новый. А был еще старый. Или его так переделали. Слушайте, реально, я так давно здесь не был. Поэтому даже не могу сообразить, он ли это или нет. Ну здесь так хорошо все сделали. Дорожки беговые. Поле футбольное. Надо спросить у кого-нибудь. Спросил у женщин. Да, это раньше был старый стадион. Его переделали, и вот такой он стал. Я прикреплю тоже фотографию, посмотрите, как он выглядел раньше. Ну, насколько там его видно будет, не знаю. Но я найду, постараюсь. И значит,
не тот дом, который я показал, а где-то вот в той стороне у меня родственник жил. Потому что стадион был как раз таки по левую руку от дома. Да. Значит, в той стороне. Ну, поселок разрастается, конечно. Столько времени прошло. Такие у меня воспоминания, конечно, хорошие об этом месте. Ну, в детстве, наверное, у всех у нас из детства хорошие воспоминания. Так, все, двигаемся дальше. Красота. Красота спасет мир, как говорится. В Солнечногорском районе есть еще одно озеро, называется оно Бездонное озеро. Это вот если уйти сейчас направо, там дорога будет, то как раз таки я к нему и доеду. Находится оно рядом с деревней Вертлина. И, кстати, это озеро окутано разными легендами. И есть две самые популярные. В одной описывается, как Дмитрий Менделеев пытался измерить его глубину. Он взял 100-метровую веревку, выплыл на лодке в центр озера и пытался его измерить. Но веревка дна не достала. Не хватило, в общем. А и вторая история, это в которой лесник поведал историю Александру Блоку. Александр был, кстати, женат на дочери Менделеева. И обе семьи жили в этих окрестностях. Здесь 3 усадьбы есть, и они сейчас там, музей у них переделан под музеи. В общем, лесник поведал, что местные жители уверены, что озеро бездонное, потому что с самого берега уже дна достать было невозможно. А местные пацаны неоднократно находили на берегу обломки кораблей. И даже якобы был найден кусок, на который было написано «Санта-Мария». А уже в наши дни были исследования, которые доказали, что озеро питается как бы подземными источниками. И у него, соответственно, ложное дно. А ложное дно — это значит, что, возможно, под этим дном и есть еще одно дно. Я же направляюсь дальше. Мое большое путешествие продолжается, это еще не конец. Скоро мы с вами увидимся в городе Высоковск. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят. Всем пока. Мне же придется постоять еще минут 30.